Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». В сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим один бумажный рубль 1898 года. Стоимость одного бумажного рубля 1898 года может быть различна в зависимости от многих факторов. На сегодняшний день средняя цена составляет около 2700 рублей. Современных нумизматиков и бонистов особенно привлекают старые модели валюты, использовавшиеся во времена царской России. Самой известной и распространенной банкнотой на конец 19-го, начало 20 века является один бумажный рубль, появившийся еще при правителе Александре III. Далее он был заменен вензелем Николая II, но общая характеристика и применение бумажного рубля фактически не изменились. Рубль был выпущен в оборот благодаря проведению в конце 19 столетия денежных реформ. Банкноты в разные годы существования России играли неодинаковую роль. Если в начале 20 века больше ценились монеты, особенно золотой рубль, то уже ко второй половине века ситуация кардинально изменилась, и огромная часть экономических процессов осуществлялась благодаря бумажным деньгам. Всем разновидностям рубля 1898 года присущи некоторые общие черты, среди которых наиболее важным является длина 150 мм, ширина 89 мм, цвет фона на бумаге светло-песочный, аверс, сверху надпись «Государственный кредитный билет», ниже герб империи, вензель Николай II, серия и номер купюры, подписи. Изображение на аверсе выполнено в синем цвете. Реверс. Слева надпись «1 рубль». Правее изображен герб империи, обрамленный ветвями деревьев. Еще правее напечатаны цитаты из царских указов. Изображение на реверсе выполнено в бледно-оранжевом цвете. В качестве водяного знака представлены четырехугольники, ромбы. Различают 4 вида банкнот, исходя из того, каким управляющим и в какое время они были подписаны. Первый вариант. Плески. Данные купюры подписывали 8 кассиров. Деньги выпускались в оборот до 1903 года. Второй вариант. Тимошев. Управляющий занимался банкнотами до конца 1909 года и имел в подчинении 20 кассиров. Третий вариант. Коншин. Купюры выпускались с подписью этого чиновника примерно до 1914 года. В подчинении у него находилось всего 5 кассиров. И последний, четвертый вариант, это был Шипов. С 10 кассирами Шипов подписывал банкноты в течение года с 1914 по 1915. Купюры разных видов различаются не только подписями. У них разные годы выпуска, тиражи, серия, а также стоимость на рынке. Уважаемые зрители, давайте с вами попробуем разобраться, от чего зависит стоимость банкноты. Существует несколько основных факторов, которые влияют на формирование цен. Первый фактор – это подпись и серия. Банкноты с подписями управляющего Коншина в разы дороже, чем у тех же самых Плески и Тимошева. Второй фактор – это номер. Некоторые номера купюр, например 518, ценятся в кругу бонистов наиболее высоко. Третий фактор – это год выпуска. Все-таки купюры тиража 1898 стоят дороже, чем выпущенные в оборот позднее. Четвертый фактор, это сохранность. От состояния денег зависит и их стоимость. Друзья, давайте с вами для удобства разобьем на 3 категории состояния сохранности. Первая категория, назовем ее G. Потрепанная купюра, цена которой будет от 200 до 5000 рублей. Вторая категория F. Купюра с небольшими надрезами, изгибами и так далее, со средней ценой 15 тысяч рублей. И третья категория будет называться унц.
купюра в превосходном состоянии, стоящая как минимум 50 тысяч рублей. Друзья, ситуация на рынке такова. Например, в последние годы себестоимость купюр и монет времен царской России выросла в 5-7 раз. Примерные цены на банкноты. Какими бы ни были год издания и серийный номер, самыми важными факторами в процессе формирования цен является подпись управляющего и степень сохранности бумажного рубля. Банкнота с подписью Коншина. Цена за купюру категории сохранности G составляет 7-8 тысяч. Категория F около 10 тысяч рублей. И стоимость унц доходит до 100 тысяч рублей. Банкнота с подписью кассира Плески в плохом состоянии стоит около 200 рублей, в потрепанном около 500 рублей. В хорошем состоянии цена доходит до 2000 рублей. Банкнота с подписью управляющего Тимошова. Те же цены на купюры в плохом и среднем состоянии. Деньги в состоянии унц стоят до 2500 рублей. И банкнота, подписанная управляющим Шиповым, любая стоит не более 300 рублей. Кого заинтересовала бонистика, я думаю, эта информация будет очень полезной. Где можно купить? Друзья, аукционы, на форумах, в объявлениях, а также через знакомых можно получить информацию об аукционах, выставляющих на продажу банкноты, монеты и другие исторические ценности. Также нумизматические магазины. Порой в таких магазинах можно отыскать не только монеты, но и бумажные деньги, тем более учитывая широкую распространенность 1 рубля 1892 года. Интернет-магазины, покупки онлайн не всегда безопасны, но на проверенных сайтах можно обнаружить широкий перечень искомых товаров по небольшой цене, и приобретение таковых будет очень удобно. Также еще из рук продавца. На различных сайтах и в объявлениях по продаже имущества иногда можно найти людей, готовых продать ценные банкноты за относительно небольшую плату. И в завершение несколько фактов. Уважаемые зрители, большинство банкнот под названием «Бумажный рубль» 1898 года выпускалось в последующие годы. Поэтому, чтобы быть уверенным в том, что вы приобретаете рубль, выпущенный конкретно в том году, нужно рассмотреть подпись и серийный номер. Не все купюры с подписью управляющего Шипова выпускались под руководством императорского правительства, поэтому едва ли их можно соотнести с другими, относящимися к тому самому царскому периоду. До 1915 года банкнота печаталась с номерами из 6 цифр, а начиная с 1915 начали применять буквенный шифр. Уважаемые зрители, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.